Привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить острую имбирную курочку с перцем. Нам понадобится голень куриная 8 или 10 штук, лук 1 большой, сельдерей 1 черешок, перец болгарский 2-3 разноцветных, чеснок 1 головка не крупная, имбирное пюре или тертый имбирь 1 столовая ложка, бульон куриный 150 мл, уксус яблочный 50 мл, вустерский соус 50 мл. Если нет, замените на соевый. Масло растительное, кукурузный крахмал 2 столовых ложки, чеснок в порошке 2 чайных ложки, лук в порошке 1 чайная ложка, хлопья перца чили пол чайной ложки, черный молотый перец, соль, имбирный порошок пол чайной ложки. Подготовим заправку. Возьмем 150 мл бульона, 50 мл вустерского соуса, 50 мл яблочного уксуса, пол чайной ложки черного молотого перца, пол чайной ложки имбирного порошка, 2 чайных ложки чеснока в порошке, пол чайной ложки хлопья чили, 1 чайная ложка лука в порошке, хорошо смешиваем и пока отставляем в сторону. Нарезаем сладкий перец. Я режу вот такой соломкой, но можно резать и крупнее. Даже лучше будет и красивее. Мельче не нужно. Я взял 3 небольших перца разного цвета. Каждый цвет имеет свой вкус. Они хорошо дополняют друг друга. Чеснок режем кружочками. Мне принесли очень вкусный домашний лук, и я решил вместо обычного использовать его. Марина, спасибо большое, лук очень классный. Режем полукольцами. И разберем его. Куриные ножки отправляем в миску. Высыпаем сверху кукурузный крахмал, 1 чайную ложку черного молотого перца, 1 чайную ложку морской соли. Хорошо перемешиваем, чтобы все мясо было покрыто крахмалом. В сотейник нальем немного растительного масла и в разогретое укладываем ножки. Не нужно очень сильно обжаривать. Вот так достаточно.
Когда перевернули на другую сторону, закрываем крышкой. Готовим на среднем огне. Через 5 минут добавляем чеснок и имбирное пюре. Снова закрываем крышкой. Еще минут через 5 добавляем порезанный черешок сельдерея и наш перчик светофорчик. Надо было крупнее резать. Очередь лука. Распределяем по сотейнику и закрываем снова крышкой. Нам в этом блюде не нужен жареный лук. Я попробовал заправку, мне мало соли. Добавлю-ка еще пол чайной ложки соли. Когда лук и перец размякнут, но не сильно, чтобы не разлезлись, выливаем подготовленный соус, предварительно перемешав. Вливаем прямо в середину сотейника, в самое горячее место. Немного распределим и закрываем крышкой. Готовим до загустения соуса. Соус загустевает благодаря кукурузному крахмалу на мясе. Забыла сказать, когда вылейте соус, убавьте огонь, сделайте маленький. Это блюдо можно подавать с рисом и с хлебом. В нем отлично ощущаются вкусы чеснока, имбиря и черного перца. Я сделал средней остроты. Вы добавляете чили и черный перец на свой вкус. Пусть в вашем доме всегда звучит счастливый смех.